Вау! Ничего себе, какой ты болтливый. А ты хочешь приключения ехать? А? Поедешь? Да, молодец. Поехали в приключения. Мы бежим навстречу приключениям. Мам, ты куда послал? У нас тут приключения, а ты ушла куда-то. Мам. 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 Че, пацаны, расскажите, куда мы сегодня поедем? Джей. Ну ладно, тогда я сам. Завтра у Иры 25 апреля день рождения, и поэтому мы едем на север Черногории, в город Жабляк. Там очень красиво должно быть, леса, Черное озеро и так далее. Все посмотрим, все вам расскажем и отпразднуем день рождения. Дима с Таней тоже с нами едут. Сейчас снимаем деньги и за ними. Мама, как ты могла нас бросить на целые 2 минуточки? Вкусняшку хочешь мне дать? Погодка отпускная. Смотрите, как природа изменилась. Это 1300 над уровнем моря. Чего так медленно едем? Чего так медленно едем? Так, все, вот мы доехали до места назначения. Машина нормально доехала, хотя у нее есть кое-какие неисправности. Но ничего. Ждем, запчасти придут. В амортизаторах что-то менять надо. Ступичные, как всегда. Но все нормально. Итак, мы находимся в городе Жабляк. Ну, точнее, прям в окрестностях Жабляка. Это вообще горнолыжный курорт. Но сейчас уже время не горнолыжное. Тут есть одна из главных достопримечательностей Черногории — Черное озеро. И вот такой вот домик мы сняли на ближайшее... Сегодня у нас четверг, а мы в воскресенье уезжаем. Пошлите, покажу домик. Так, ну, тут все деревянное, все прикольное. Они называют это викендница. То есть, типа, домик для викендов. Есть боксерская игрушка. Сюда можно повесить фотографию какого-нибудь политика, которого вы особо не любите, и бить ее. Это гриль. Мы с собой привезли угли. Дима замариновал мяско. Так что будет у нас вкусняшка. И вот такая вот терраска. И вот это вот все. Наша территория, включая... Вот там вот качели. Видите, качели, лавочка, все наше. Зейка, привет, как тебе тут? Блавится, папа? Блавится? Да, давай тут жить. Так, вот мы заходим, попадаем в такую прихожую. Она маленькая, уютненькая, здесь вешалочки. Сразу здесь находится туалет, ванная. Ну, все очень чистенько, уютно. Большой бойлер. Что хочется сказать отдельно, очень хороший напор воды. Вот. Дальше получается здесь у нас зеркало, можно посмотреть на себя. Здесь Дин и Джей. И вот такая вот огромная гостиная. Диван очень удобный. Телевизионная зона, но мы ей совершенно не пользовались, естественно. Зона камина, вот ей мы пользовались постоянно. Во-первых, каминчик топили, чтобы тепло было. Во-вторых, ну просто красиво. Садишься, тут такой, о, каминчик. Вот. Дальше, вот он, выход получается на террасу. Кухня. Ну, кухня шикарная. И что самое прикольное, что вот такие вот окна здесь шикарные. Получается, готовишь, смотришь. Я, правда, не знаю, я не готовлю, не смотрю. Но девочки, наверное, любили смотреть. И посудомоечка, это кайф вообще. Холодильник большой тоже. Кайфушка. Так, часы вот эти единственное. Вот меня так раздражает, когда тикают часы. Хорошо, что их в спальне не слышно. И вот из гостиной мы идем на второй этаж. Лестница нормальная. Единственное, тут есть место для удара головой для высоких людей. Но ничего, я справился, ни разу не ударился. Зря я это сказал. Так. Поднимаемся. Так, это мастер-бедрум, видимо. Здесь таксы спали. Ну и мы с ними так в придачу. Нам, конечно, места мало, они выделили. Я думал, они уйдут к себе, будут вот здесь на своем матрасике спать. Нет, что вы. Они спали на вот этом. Так, это вторая спальня. Здесь Дима с Таней жили. Они спали раздельно. И что очень прикольно, здесь еще, смотрите, рабочее место есть. Таня работала, у нее был рабочий день в субботу.
Ну, прикольно как. Нифига себе, оно еще открывается. Шкафчик. Ну, это там метлы и всякие такое. И еще одна ванная. Тоже очень большая, просторная, хорошая. Единственное, что очень далеко, получается, расположена. И приходится далеко продогибаться, но ничего. Туалет. Джакузи. Конечно, мы ей не пользовались. Ну, вот такой вот домик. Мне кажется, прикольный. Так, Ир, ну и сколько стоило это удовольствие? 100 евро в сутки. 100 евро в сутки. Через букинг, да? Через букинг, да. А если напрямую, то еще дешевле. У нас контакты уже есть этого домика, так что в следующий раз будет дешевле. Джей, такой ты смешной, такая козявка мелкая. Особенно на этих площадях просто вообще так смешно ты смотришься. Так, Дима уже начал заниматься шашлыками, что ли? Да. В пылу жару, да? Так, ну расскажи, у тебя есть какой-то свой рецепт фирменный? Да. А что в нем? Значит, секрет очень тайный, никому не рассказываешь. Идешь в магазин, покупаешь соус барбекю, Ага. заливаешь курицу и все. Слушай, ну я бы никогда не догадался. Что, таксы нравится? Ну да, дешево, в лес порывается. В лес? Ага. Скажи, там дичь. Я скажи, охотник, и могу дичь, скажи, достать. Будем дичь жарить. Пошлите на качели качаться. Ух! Вау, скажи. Ой, как страшно, скажи. А Ой, чё как страшно. Ой, Джей за Димой следит. Ага. Там вопросики у тебя у кого? Вопросик у тебя ко мне? Да что ко мне вопросик? Дин. Ну все, разошелся. Снимайте меня, я на отдыхе, я отдыхаю. Наслаждаюсь природой. Сейчас, говорю, плохо замариновали, давайте я это съем, а вы заново замаринуете. Пока все спят, я тихонечко сварил себе кофе. И сейчас пойду качаться на качельке и наслаждаться утром. Жена, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя. А что это такое? Я думал, ты мамочку поздравлять будешь. Мы, знаете, что сделали? Скинули матрас, как всегда, и на пол легли, чтобы собачкам было проще спрыгивать. Видите, очень низко стало. Они теперь могут водичку ходить пить. Бедный песик, мне никто пузика не гладит, вообще никто. Пожалуйста. Погладьте пузика. Пожалуйста. Дим, когда ты стал таким дедом? Я таким родился. А кроксы у тебя есть? Врешь, я видел у тебя на балконе. Есть. Так, смотрите, здесь есть шикарная карта Черногории. Я сейчас покажу, откуда мы выехали, куда приехали. Мы проехали почти всю страну, от Будвы до Жабляка. Ну, как мы ехали? Смотрите, мы, значит, выехали от Будвы, ехали вот так вот до Цетини, до Подгорицы, до Ниловград, Никшич. От Никшича мы поехали вот сюда, и вот здесь и до Жабляка. Здесь очень криминальная обстановка, поэтому вот на такой вот мощный замок закрываем дом. Ох, сила не взломать. Куда, Ир, мы едем? На Черное озеро. Черное озеро, короче. Собаки с нами. Так, Черное озеро. Здесь вайбы чисто Твин Пикса. Реально везде. Так, вот такие красивые билетики сюда на Черное озеро продаются. Итак, вышло 4 билета, 20 евро. А ты бесплатно, что ли, прошел? Я зайчика. Вообще. Дин, пешком заставляют ходить, да? Ну ничего, я сейчас начну плакать, мама меня на ручки возьмет. Это московка, а вот это зяблик. Понятно. Слушай, а я думал, ты чат GPT пользуешься? Нет, вот у меня для птичек приложение Merlin Bird. Вот сейчас как раз птички на фоне есть. Нифига прикольно. Ну да. Так, у Джефф это сессия, естественно. Надо же с подписчиками красотой делиться. Да, Джейка? Мама, только не убейся, пожалуйста. Джей, ко мне! 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 Ко мне!
Браво, малыш! Стоп! Зырь. Там еще, вон, видите, гора в снегу. Уже май почти, а еще снег лежит тут на горах. Жена, сколько баллов по шкале Twin Peaks ты даешь этому месту? 10, 10-бально. 10 Twin Peaks из 10? Смотрите, тут написано, что купание разрешено на личное усмотрение. Можно тут даже купаться. Холодно, я думаю, сейчас. Просто реально непонятно, почему озеро черное, если оно не черное, но зеленое. Но видите, говорят, вечером, когда отражаются темные ели, а вот ели действительно темные, тогда озеро становится черным. Смотрите, какое дерево. Я вот видел такие деревья, обросшие мхом, в видео про Сиэтл. Там вот в лесах прям они все такие. Смотрите, кайф какой. Че, привал? Джей. Домой, сладкий. Иди попей. Иди сюда. Иди попей. Ко мне. Иди сюда. Поставь ее на землю просто. Джей. Мы решили пройти все озеро, оно 5 километров, весь путь вокруг. За Дина переживаю, но они такие нормально, все пускай разминается. Ну, идет нормально, да. Ну, потому что не жарко. Солнышко даже вышло. Хотя погода все еще на айфоне пишет, что идет дождь. Программа по распознаванию говорит, что Дин это волк обыкновенный, а Джей собака домашняя. Волк. А, вот это точно щеночек. Ну все, мы сделали полный круг вокруг озера, вокруг большого и малого. 5 километров прошли, собаки тоже прошли. Почти все сами. Ну, немножко их там Дима с Ирой таскали, поднимали на эти, на... Ой-ой, тут щенок, сказал. Тут сынок. В общем, я считаю, что очень успешно вы тут зачекинились. Прикольное место, приезжайте, классно. Очень тут вайбово. Я убиваю, потому что им эмоции не дают проявлять в 4 года. Платики. Мы очень много погуляли, устали, и теперь мы обнимаемся. Ира фотографирует машинку. Нашей машинке скоро 12 лет, кстати, исполняется. О, нифига, как прикольно. И быстрее. Задуло. Ну все, желание сбудется. Да нет, она не горит. Все нормально. Ну все сбудется. Так, Дима открывает шампанское, а Таня занимается английским там наверху. Там Таня такой бух. Ой, какой дымочек. Ну, самое вкусное вынюхал. С днем рождения! Бдынс. Зараза очень вкусное. Бдынс, где тут? Вот так вот. Так, день 3 нашего приключения. Куда мы едем сегодня, Тинки? Прямо. Погода сегодня похуже, видите, идет мелкая морось, поэтому собак мы не берем. Диму с Таней тоже не берем, потому что они уже были в этом месте. А мы едем на мост Джурджевича. Говорят, это очень впечатляющее зрелище. Сейчас посмотрим. Господахи тут. Можно нам было идти? Спасибо большое. Так, мы приехали. Там немножко дождит, поэтому сейчас в машине посидим, подождем, может получше станет. Так, вот буквально 7 минут ожидания. Окупились. Посмотрите, какая красотишка там. Так, непонятно, откуда лучше. Прикол. Что надо по нему проехать будет. Можно, но вообще можно пешком его. Все вообще проходят пешком. А, его пешком можно пройти? Да. А, точно, вон, туристы стоят. Что-то расскажешь про него? Да, я читала. Читала? Ну давай, вспоминай. Да. Вспоминай. Ты давай я вот так буду Давай, делать давай. и говорить, это потом мы смонтируешь, Ага, хорошо? давай. Он длиной 365 метров. 365 метров. Да, Ага. у него 5 арок. Телефон опускай почаще. Окей, 5 арок. И одна из них самая большая, 161 метр одна арка. Нифига себе. Он был запущен временно в 1940 году. Ага. Его, по-моему, во время войны сносили один проем, потому что Пролет. итальянцы проходили через него, хотели пройти. Нет, про это даже есть фильм снят. О, прикольно. А почему назван Джурджевича? Ага. Догадайся с 3 раз. Потому что его Джурджевич архитектор был. Нет. Почему? Потому что здесь какая-то ближайшая деревня или место, которым... Ну, короче, это территория, физически земля принадлежала некому Джурджевичу. Все Прикол. логично, как в археологии. Ну да. К ближайшему населенному пункту. Погнали. Нельзя летать с дроном. Почему? Не знаю, но мы возьмем на стоках футажи. Я уверен, что они есть. Конечно. И покажем красоту. Я напоминаю, что из-за санкций мы не можем летать на дроне.
Видимо, Путину будем мост Джурджевича передавать. Вот, но поэтому мы свой дрон продали, я на дроне не летаю. А вон я тару увидел. Вот у кого-то там домик, посмотрите, какой кайф. Вон, смотрите, реально тачка едет. Вообще обязательно подписывайтесь на наш Patreon, потому что вот влоговая камера себя уже очень плохо чувствует. И нужно ее по-хорошему менять. Мы все-таки 5 лет на нее уже снимаем. А денежков-то нету. Все денежки идут на фильм, на съемки нашего нового фильма «Атропос». Не знаю, может быть, когда вы это смотрите, влог, уже готов влог по «Атропосу», вот по всплывашке вверху экрана. Ну так что скидывайтесь. Все на творчество. Жена, что скажешь про этот забор? Очень аутентичненько. Красивый, да? Да. И вот смотри, вот здесь он смотрится уместно, да? Ну. А вот какой-нибудь, допустим, русской деревни на фоне покосившегося домика, он будет смотреться убого. Как это работает? Не знаю. Ты предвзято относишься к русским деревьям. Нет, ну реально, когда вот такие, знаешь, разваленные домики, а когда у тебя вот такие там Альпы на фоне, вот. То есть, согласитесь, сейчас этот забор не вызывает каких-то негативных эмоций, наоборот. Вау, какой забор. Потому что все дело в контексте. Это как в притче, когда отец, умирающий сыну, дает часы свои, говорит, на, отнеси их в ломбард. Он несет в ломбард, ему говорят, ну они очень старые, $5. Говорит, отнеси в другой ломбард. Он относит, ему говорят, ну они очень старые, максимум $10 дадим. Он говорит, а теперь отнеси их в музей. Относят в музей, а в музее говорят, вау, какие супер часы, они стоят $500 000. Видите, все дело в контексте. Слушай, вообще вот ты сейчас идешь, реально, на камеру смотрится даже лучше, чем в реальности. Какой-то абсолютно нереалистичный фон там. Кайф. И вот мы, смотрите, дошли до какого места классного. Целиком можно посмотреть мост Джурджевича. Я был вообще не прав, когда говорил, что центральная арка самая большая. Последняя арка, она самая большая, как раз та, где Тара, получается, проходит под... Во время войны разрушали один пролет. Непонятно какой, но по мне так логичнее было маленький ее разрушить, его было бы дешевле восстановить. Все равно техника бы уже не проехала. Ну, кто знает, кто знает. Так, во время войны Второй мировой. Надо уточнять. В преддверии Третьей мировой как бы нужно уточнять, во время какой войны. Во время Второй мировой. О, смотрите, как облака низко летят. Вообще, говорят, очень прикольно. Бывают моменты, когда вот мост Джурджевича, а облака прям под ним проплывают. Картинку найдем. Да, но сегодня не тот день. Картинку нашла? Вроде была в интернете. Щелкни еще раз. Вот так. Мы уже видели, что мы тут не видели. Какие они, конечно, душные, да? Нет, Дима, нет. Вы знаете, что влоги монтирует Дима, и поэтому мы ему такие пасхалочки оставляем. Посмотрим, что он скажет на это. Вообще, на прошлой неделе выпустил влог. И это был влог с нашего позапрошлого Нового года. То есть у нас отставание по влогам 1,5 года. Жуть, конечно. Но это связано с тем, что фильмом занимаемся, много времени на него уходит. Но мы сейчас с Димой решили немного ускориться. Один влог будет он монтировать, другой влог я. То есть чисто теоретически в 2 раза быстрее все должно происходить. Но это только чисто теоретически. Вообще подведем итог. Место крутое. Вот вроде бы в нем нет ничего особенного. Но оно реально крутое, какое-то с духом. Притом вот сейчас в апреле отличное время, когда не очень много туристов. Он классно выглядит и в пасмурную погоду, а в солнечную, я думаю, еще лучше. Вот, давайте посмотрим со стоков. Сейчас как раз футажи в солнечную погоду, я думаю, там будут. Держусь, чтобы не упасть. Очень прикольно тут с этими зиплайнами, если вы фанат этой штуки. Я просто говорю, я еще фильм не доснял. Фильм досниму, потом, может, проедусь. Поехали. Нет, я фильм еще не доснял. Вот, ну, попробуйте. Ну что, машинка, хочешь посмотреть мост Джурджевича? Ну, поехали. Эта машинка еще хочет посмотреть. А, окей.
Вот машинка, смотри. Броники не такие, да? Говорит, понравилось ей. Классно, говорит, место. Вот сколько машин по мосту Джурджевича проезжали. А наша в Париже была, в Питере была. Где она еще? В Черногории вот все объездила, в Австрии была. Болгария. В Болгарии была. Полгода в Болгарии жила одна. Одна. Это вот момент сепарации был, но как бы не получилось у нее. Хотела в колледж пойти, но не вышло. Видимо, баллов не хватило. Прикол. Вообще кайф. Привет, козочки. Так, мы тут едем в какой-то археологический комплекс. Называется Стечи. И по пути тут мы едем просто через глухой лес. Вот глухой лес, дорога. Мы уже чуть белку не сбили. Вот, слава богу, все нормально прошло. И сейчас Ира говорит, где-то тут муравейник огромный, хочет показать мне. Никогда не видел муравейник? Нет. Серьезно? А где бы я видел В муравейник? лесу у вас нет В каком муравейника? лесу? У нас нет леса, я в тундре жил. Это муравейник Да. обычный. Я видел на картинках. Прикол. А, посмотри, там реально муравьи. О, какие здоровые. Чтобы они нас не украли. Я никогда муравейника не видел. Ну, мне кажется, я видел, знаешь, такие дырки вот в земле, как бы. А, нет, ну я таких Вот больше таких я не видел. Я больше видел. А вот такой вот тут лес реально дремучий. Смотрите. Ну ладно, не такой уж дремучий, вон, видите, машина едет. А вон машинка наша стоит. Сколько, конечно, красивых мест наша машинка видела уже, это вообще. Мне Hyundai должны доплачивать. Сейчас вот я только запустил свой личный блог. Мне кажется, он сейчас станет знаменитым, и Hyundai на меня выйдут и скажут: блин, Илюха, давай мы тебя платить будем за то, что ты на этой машине ездишь. Потому что как бы чистая реклама. Да, кстати, смотрите, я в очередной раз разбил этот бампер задний. Вон, видите, мне его как не видно, да? О, мне его стяжками на сервисе стянули. Здесь, вот здесь. Вот здесь тоже стяжками все сделали. По моей глупости получилось, я сдавал назад и в кучу строительного мусора въехал. Не заметил. Ну ничего, я, может быть, даже делать ничего не буду. Сейчас уже Hyundai на контракт выйдет со мной, мне новую машину подгонит. Вот, поэтому решил пока ничего не делать, так и оставить на стяжках. Единственное, вот тут, вот, видите, щель получилась такая приличная. Ну, потому что я уже третий раз его разбиваю и как бы третий раз чиню, и он уже, видимо, эти плохие пазы. Стечи — средневековая гробница. Ну, вон тропинка есть, да. Путь сюда, в Стечи, еще даже лучше, чем само это место. Офигительно. Вы просто... Насколько Черногория разная, да? Вот какая она у нас на побережье и какая здесь. Это же совершенно две разные штуки. Это кайф. Такая маленькая страна и такая разнообразная. Смотрите, землеройки тут живут. Кроты. А вон большие какие-то. Слушайте, вот это как будто выглядит как будто скрытая могила. То есть вот здесь была могила, и вот как-то вырвали камень с нее. То есть это раскопанный, да, участок уже? Да, я читала, что раскопано. Слушай, мне кажется, что вот там ни хрена не раскопано еще. Так, Ира это включает Википедию. Режим Википедии activated. Это монументальные средневековые надгробия в виде плит, сундуков и прочих конструкций, объединенные в большие некрополи. Некрополя. Да, большая их часть находится в Боснии и Герцеговине, однако около 3500 подобных надгробий сохранилось и на севере Черногории. Происхождение термина «стечь» идет от сербского глагола «стоечак». Стоячок, Стоячок, да? который обозначает процесс вертикального стояния. Понятно. Поэтому Ну да, возможно, это на сундук похоже. Да. Ага. Кто не в курсе, мы с Ирой до тех пор, пока ушли на YouTube, работали в археологических организациях, копали разные памятники. Не такие, конечно, но курганные могильники, грунтовые могильники в том числе. И как бы нас не удивить этим. И чуть-чуть поделюсь с вами профессиональным сленгом. Мы вот скелеты, которые лежат вот так, и ты их раскапываешь, мы их называем жмуры. От жмурика. Кто не в курсе, Ира вообще у нас настоящий археолог. Она имеет право в России получать открытые листы на раскопки археологических объектов. Археолог — это человек, обладающий уникальным правом
получать разрешение на археологические работы. И вот жена у меня такая. А еще это очень точная наука. Археология? Да. Как сказал, так и было. Ну да, как сказал, так и было. Никто ж не знает, как было. Смотрите, здесь вот стоит такой крест еще, рядом со стечи. На нем надписи. Я их прочитать не смог, но я сделал фотографии и закинул в чат GPT. И он все это прочитал и расшифровал. Суть в чем? Здесь покоится Вайо, сын Штепана Томовича, родившегося в 1834 году. Он погиб в Америке. В память о нем, в скорби и печали, этот памятник воздвигли его братья Насава и Матише собственным трудом в 1903 году. Прикольно. Также чат GPT говорит, что в это время очень многие люди уезжали из Черногории, именно эмигрировали в Америку из-за внутренней политической нестабильности, голода и так далее. Вот, но видите, не вернулся. Через пару недель, да, вот здесь трава еще подзайдет, позеленее будет. И чем это отличается от альпийских лугов? Коровки там фиолетовые тоже были. Hyundai, ну вы это поняли, да? Неси же. Давай, неси, молодец. Неси. Сейчас принесет. Давай, браво, да. Неси. Вот это жизнь. Да, не то, что в Будве, да? Не то, что это городская суета. Ага. Не говори. Ой, скажи, у меня вид сыкалный. Отсюда так хорошо. Вот, скажи, я сейчас как моя любимая Дафни в Канаде, скажи, вот она вот так же, наверное, белочек высматривает, скажи, я тоже белочек высматриваю. Вот скажи, ближе с ней стали. Вот. А ты вчера коров, да, видел? Да. Скушал их? Прогнал. Прогнал, да? Такой гав-гав-гав, и коровки ушли. Я взглядом положил. Взглядом даже? Ты же волк. Все, собираем уже вещи. Кстати, посмотрите, мы опять с кровати матрас скинули на пол, чтобы таксам было пониже. Видите, Диночке очень нравится. Вот на солнышке лежит, отдыхает. Молодец, Динусь. Молодец, Джопсик. Так, все, Домик, спасибо тебе за гостеприимство. Мы поехали домой. Может быть, еще увидимся. А пока ставьте лайки и подписывайтесь на наш Patreon. Вот. И комментарии тоже пишите.